Друзья, сетевой адаптер на 2,5 гигабита от Ugreen на Type-C для MacBook и вроде бы для всех устройств на Type-C. Но я первый раз вот за свою историю моего YouTube канала говорю, что устройство Ugreen меня не устроило. Это, откровенно говоря, устройство, которое меня разочаровало на канале Технозон. Поехали. Вообще история адаптеров Ugreen, она достаточно большая на нашем канале. У нас были и вот такой вот гигабитный адаптер, и вот такой вот гигабитный адаптер на простом USB. Вернее, вот этот вот на простом USB, этот гигабитный был на Type-C, он работал просто-напросто идеально практически на всех устройствах. Когда я увидел Ugreen 2,5 гигабита, я прям, ну, сильно говоря, обрадовался, потому что у меня, во-первых, сеть внутри офисная, там до 10 гигабит, плюс на внешний мир 10 гигабит и плюс 2,5 гигабитный роутер. Думаю, ну, все, реализую, конечно, круто будет. Но не тут-то было. Дело в том, что те, кто давно подписан на мой канал, знают, что у меня был обзор на Edimax, и это устройство игровое, то есть, ну, используется для игровых компов, 2,5 гигабит для трансляции с одновременной игрой, для того, чтобы была достаточно большая ширина канала. Думаю, ну вот он, заменитель, при этом с металлическим корпусом, будет отлично отводить тепло. Тут немножко разные принципы реализации отвода тепла. Здесь есть диффузоры охлаждения, здесь на металлический корпус выводится. И когда я подключил, допустим, в iPad, вернее, не в iPad, а в мой MacBook, думаю, хорошо работает, 2,5 честных выдает. Но при этом, когда я подключил его в свой Acer Nitro 5, у которого USB Type-C 3.0, не 3.1, он работает крайне плохо. И он нормально на загрузку не работает. На выгрузку он дает 2.2, 2.5, на загрузку дает 250-500 мегабит. Я подвис. Я начал проверять на своем Acer Predator Helios 300, там USB Type-C 3.1, и там это работает нормально. То есть я понимаю, что для того, чтобы он нормально работал, на бюджетном ноутбуке вы его не запустите. То есть, ну, бюджетный, конечно, относительно, потому что Acer Nitro 5 в этой конфигурации стоит, допустим, там $1000, но все равно, если в нем USB Type-C 3.0, он не заработает. Плюс он не заработал на моем смартфоне. Хотя тот же самый предыдущий адаптер Ugreen, который я вам показывал на моем смартфоне, работает отлично. Edimax работает отлично. И получается ситуация, да, и при том, что во всех этих адаптерах стоит чип Realtek. И получается ситуация, что вот выпустили сугубо для MacBook. Только для MacBook. Давайте на Алиэкспрессе посмотрим. И видим, что $29 оно стоит при доставке из Китая. И да, они изначально пишут, что это для MacBook, но дело в том, что они на старые свои адаптеры писали, что это только для MacBook. Оно все прекрасно работало на всех устройствах. Почему работало? И работает. Здесь они пишут 2,5 гигабит Ethernet, поддержка Wake on LAN, бесплатный диск. Что значит бесплатный диск? Драйвер требуется... стоп, смотрите. Для Mac OS драйвер требуется для Windows 7, 8, 10. Драйвер мы устанавливали. Программа драйвера устроена в сетевую карту. После установки USB-C сетевая карта, дважды щелкните сетевую программу в проводнике, чтобы установить драйвер. И несовместим с системами Linux или Android, не подходит для мобильных телефонов, планшетов на базе систем Android. Они это написали. Я обязан был проверить, поэтому мы обязательно покажем. Очень обидно, что он не подходит на Android. Смотрите, дело в том, что в проводнике у нас не появилось для винды никакого драйвера. Но обычно, да, есть устройство, ты вставляешь, появляется мини-диск типа, и там есть драйверочек, который вы можете установить. Адаптер USB-C, да, они здесь конкретно его позиционируют как для MacBook. Для MacBook. Ну, конечно, они чуть-чуть при IP, потому что не 2500, а 2.2, 2.36 максимально, 2.37 может максимально выдать, потому что остальное все это служебный трафик. Все. Ну, в принципе, мне глупо, конечно, обижаться. Это уже сугубо RTL 8156. Это сугубо мои, конечно, вот обиды на Ugreen, потому что первый раз они не реализовали универсальное устройство, хотя раньше они делали постоянно. Это, скорее всего, связано с тем, что они хотят сегментировать и зарабатывать больше. То есть хочешь 2.5, они выпустят отдельно для какого-то другого устройства, хочешь 2.5 для Mac, покупаешь одно, а не одно купить на все сразу. Ну ладно, не будем на них обижаться. Ссылочка на официальный магазин по Ugreen лежит в описании под видео. Дождитесь, пожалуйста, резюме нашего видео и уже будете понимать, стоит его покупать или нет.
думает и что взять взамен. Хотя я бы брал бы сейчас при текущих реалиях в 1000 мегабит интернета такой вот адаптер Ugreen на USB Type-C, если вам нужно для Mac, либо для обыкновенного компа, пожалуйста, ссылка в описании под видео, как и ссылка на тот. Ладно, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, плюс поучаствуйте в наших акциях, информация в описании под видео. Поехали. Друзья, вообще вы сейчас видите на спид-тесте тесты этого самого адаптера Ugreen. Он подключен к MacBook на процессоре M1, мы можем запустить еще раз этот самый тест. Вы спросите, а где же 2,5 гигабита? Я вам объясню. 2,5 гигабита это 2,2, 2,3 плюс служебный трафик. Чем больше вообще конечная скорость самого интернет-канала, тем больше служебного трафика будет протекать. Ну вот сейчас 2,1 дает. Мы, конечно же, через Magic iPerf сейчас попробуем, там должно давать стабильно, абсолютно стабильно. То есть 2 гигабита на 2,2 гигабита. 2,1 на 2,2. Это отличный показатель, и это честный адаптер Ugreen под 2,5. Но, я вам скажу сразу, что для этого должен быть как минимум USB Type-C 3.1. То есть 3.1, 3.2, это вот 3.0 есть, которые на все, старого еще формата. Я сейчас переключу на компьютер, на обыкновенный, на Винде, и вы посмотрите, как он там работает. Смотрите, что мы здесь видим в настройках сети, в самой диагностике. USB-порт, смотрите, 10.100 и 2.5, то есть он сейчас подключен на 2.5 у нас. Все остальные адаптеры у меня выключены. Давайте мы сейчас очень быстренько проверим в Magic iPerf. Ну давайте, поехали. Посмотрим, что нам выдаст наш адаптер 1.21, 1.71, 1.93. Это на внешний вир. Вот он разогнался 2.37, 2.33, 2.35, 2.34. То есть это реально его скорость. Ну он пока разгонится, средняя, поэтому 2.1. То есть это честный адаптер 2.5. Скажу сразу, греется, ощутимо греется. Ну, он теплый, градусов 40. В отличие, допустим, вот эти вот Edimax, они, здесь, видите, здесь реализовали чуть по-разному охлаждение. Он металлический, Edimax пластиковые, но с диффузорами охлаждения. То есть здесь сделано по-другому немножко. Я не знаю, какой вариант лучше, но, по-моему, на металлический корпус выводить лучше. Видите, тоже 2.36, 2.34, 2.35. На маках мы заканчиваем наш тест. Здесь как бы у меня вопросов абсолютно нет. То есть работает он абсолютно честно. А сейчас мы с вами его подключим к Винде. О, услышали знакомый звук, да? Давайте выключим звук, потому что сейчас нам это чуть будет мешать. Появился у нас Connect. Давайте посмотрим в свойствах сети. Так, скорость линии прием-передача 2.5. Он вроде бы все нормально работает, но теперь смотрите, какая ситуация. Я сейчас вобью спид-тест. И уже на Винде мы с вами увидим немножечко другой момент. Давайте на тех же серверах, вот тот же самый сервер, стартуем и получаем вот такую вот ситуацию. Он будет на загрузку практически не работать. На выгрузку работает, на загрузку нет. На любых серверах. То есть мы видим на загрузку 248, на выгрузку 2.2 и вот эта вот ситуация. Хотя на моем предаторе дома, я почему сначала включил на предаторе, там Type-C покруче, чем здесь. Здесь обыкновенный 3.0 Type-C, и там работало все корректно. То же самое подтверждается и тестами iPerf, то есть в реверсе он при закачке на этот узел дает 80-74 мегабита, 70 и в многопоток не уходит. То есть фактически он работает нормально только на Маке. Вот на Маке и на компах, на мега каких-то классных компах с USB Type-C как минимум 3.1, 3.2. Хотя на выгрузку, на тот же самый внешний мир он дает нормальные показатели. Смотрите, на выгрузку он пошел 2.08, 2.09. И здесь ничего мы с этим поделать не можем. То есть мы должны были об этом сказать. Он работает, но только на мега современных каких-то компьютерах. Ну, я имею в виду, как на современных, не на бюджетных. Хорошо. И при подключении к нашему смартфону он не определился как сеть Ethernet. То есть нет, то есть у меня другие адаптеры определяются, а этот, к сожалению, нет. Вот такая вот петрушка. Поэтому адаптер не так уж и хорош. И первый раз я это говорю про Ugreen. Это очень обидный момент. Так что будем выходить и резюмировать данный адаптер.
Резюме. С учетом того, что при использовании подключения больше 1 гигабита он греется как собака, извините за мой французский, но он реально греется. И плюс вот это вот ограничение только iPad Pro, MacBook и все, что связано вокруг Apple'овской техники, я бы его сильно не рекомендовал. Есть более универсальные устройства, например, те же самые Edimax, которые работают абсолютно на всем. Хотя, если брать конкретно для MacBook, он прекрасно вписывается в дизайн самого MacBook и прекрасно работает на MacBook. Но единственное, что меня расстраивает, то, что он греется. Вот серьезно, вот, прямо ощутимо греется. Ладно, ребят, показываем всю правду. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.